Друзья, всем привет! Начался новый день и новая, не менее интересная статистика от Министерства национального единства Украины. 70% украинцев могут вернуться при условии безопасности и экономическом восстановлении. Об этом заявил министр национального единства Чернышов. Интересно, откуда министр, где он взял эту статистику, да? Хочу напомнить, что он раньше возглавлял Нафтогаз, да, это и занимался деятельностью совсем абсолютно другой. То есть он к этому отношения никакого не имел. У него вообще, я так понимаю, образование было совсем посвящено там нефти, газу и так далее. И он работал в этой сфере. Я так догадываюсь, что недавно я тоже публиковал информацию о том, что там Украинский институт провел тоже исследование, якобы там кого-то опросил. И вот как раз таки вот эта цифра 70% это именно была опубликована в украинской статистике. Что якобы 70% украинских беженцев, которые находятся за границей, сейчас спят и видят, только оканчивается война, военные действия, там перемирие, они всем бегом все бросят в странах Европейского Союза и полетят на родину. Это такое исследование опубликовала украинские исследователи. И скорее всего, наверное, Чернышов взял за основу эту информацию именно из этого украинского исследования. Ну, я вам свое, друзья, мнение рассказывал. Стоит ли доверять украинским исследователям или нет. Повторяться не буду. Я, например, им на 100% не доверяю, потому что там все делается за деньги, я в этом убежден. В общем, Чернышов приводит данные, которые кардинально разнятся с опросами украинских беженцев, которые проводили европейские исследователи. В частности, немцы. Я публиковал видео, в котором рассказывал, показывал немецкое исследование, да, и результаты. Там было опрошено 5500 украинских беженцев, которые находятся на федеральной территории в Германии, немецкими исследованиями. И они задавали вопрос: хотите вы вернуться назад после окончания войны? Так вот, украинские беженцы, которые находятся в Германии, категорично заявили, и их было 69%, о том, что после окончания войны, когда даже мир наступит, когда уже будет абсолютно безопасно в Украине, когда начнется, как украинские чиновники говорят, миллиардные, там, триллионные вложения, значит, инвестиций в Украину, вот эти 69% граждан Украины, которые находятся в Германии, категорически заявили, что мы ни при каких обстоятельствах мы не хотим возвращаться в Украину после войны. Получится у них остаться в Германии или нет, это вопрос другой, мы сейчас это обсуждать не будем. Но то, что люди не хотят возвращаться после окончания войны, вот это реальная статистика, потому что ее провели немецкие исследователи, и я им абсолютно доверяю, а не тем исследованиям, которые проводят Украина. Министр в разговоре с журналистами BBC Украины замахнулся ни много ни мало, не просто на возвращение украинцев, которые находятся за границей, на родину. Нет, он замахнулся на создание украинской идентичности. И он намерен сделать это на базе экономики Украины. В своем интервью журналистам он объяснил, чем занимается его министерство помимо возвращения украинских беженцев. Потому что все понимают и ассоциируют это министерство с тем, что оно занимается возвратом украинских беженцев, которые находятся в странах Европейского Союза в первую очередь. Но нет, там более глобальная цель. Если бы мы занимались исключительно возвращением украинцев, наверняка было бы достаточно создать украинское агентство по возвращению украинцев. Но речь идет о следующем. Так или иначе, мы должны создать украинскую идентичность. Сегодня украинцы — это нация из около 60 миллионов людей по миру, включая Украину и другие страны. Если включать этнических украинцев, диаспору, мигрантов, всех волн. То есть смысл к чему? Я уже тоже рассказывал, он уже это делает не первый раз, такое заявление. Он уже об этом тоже заявлял где-то, наверное, дней 20-30 назад. Я все отслеживаю. Значит, смысл какой? Он говорит, опять же, где он эту информацию берет, неизвестно. Но он сказал, что в Украине в настоящее время проживает примерно 30 миллионов граждан. Опять же, кто их считал, неизвестно. Последняя перепись населения в Украине была официально в 2001 году. То есть больше 24 лет назад. Да? После этого переписи не было.
Кто их посчитал, неизвестно. Тогда же, кстати, когда он заявил, что 30 миллионов граждан Украины проживает, тогда же, кстати, директор Национального института демографии заявила, что у украинской власти абсолютно нет никаких данных по количеству граждан Украины, которые проживают в самой Украине. И эту информацию они нигде не могут взять, потому что, еще раз повторюсь, перепись была последняя в 2001 году. Но то не важно. Он заявил, значит, где-то он, значит, это все взял. 30 миллионов, да, он сказал, что проживает сейчас в Украине. А еще 30 миллионов. Понятно, что они уже, скорее всего, поменяли гражданство, они уже не являются гражданами Украины, но они являются этническими украинцами. Еще 30 миллионов разбросано по всем странам. И вот он хочет сделать так конкурентную Украину таким образом на основе развития экономики, чтобы эти люди, значит, вернулись тоже, скажем так, в Украину. Кроме этого, Чернышов представил абсолютно новую статистику и считает, что в течение первого года, после того, когда прекратится война, когда наступит в Украине мир, в течение первого года в Украину вернутся до 30% граждан Украины, которые выехали, значит, в страны там, ну, за границу, скажем так. Единственное условие для их возврата, называет он, это стабилизация ситуации и обеспечение безопасности в стране. Кроме этого, по его словам, еще 30% тех, кто выехал, они останутся за границей. Это 100%, и они, там тоже были, я так понимаю, опросы, и люди подтвердили, что мы ни при каких условиях возвращаться в Украину не будем. Ну, в Германии 69% заявило, тут у него данные другие, 30% сказали, что нет. Ну, скорее всего, он говорит, что это те граждане Украины, которые уже интегрировались в других странах. Все, они уже возвращаться не хотят. То есть они уже там быт обусловили, имеют работу, дети в школу ходят, в детские садики, жены работают, не работают, то есть все, у них все хорошо. И 40% тех, кто находится за границей, они пока в подвешенном состоянии, условно назовем так. Они еще определяются, то есть они не знают, или вернуться, или остаться. То есть понимаете, 40%. И именно эти 40% будут принимать решение вернуться или остаться в странах, которые их приняли, да, в той стране, от успеха экономического обновления и развития страны в послевоенное время, говорит он. То есть, если будет экономика развиваться, то они тогда вернутся, они примут решение вернуться в Украину. Вот что он еще говорит. Хочу подчеркнуть, что возвращать украинцев термин не очень корректный. Это решение, которое украинцы примут самостоятельно. Наша задача быть конкурентоспособными, потому что за эти 40% мы будем конкурировать с другими странами, объяснил Чернышов. Ну да, то есть украинцы принимают самостоятельное решение, как он говорит, да, а для чего тогда ограничили получение заграничных паспортов, да, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Они просто так, как раньше, они не могут получить паспорт. Наверное, для того, чтобы они самостоятельно принимали решение вернуться в Украину. Да? И сейчас у людей огромные проблемы в связи с этим. Например, в Германии, там я уже опубликовал видео, приходят письма людям, да. Я как один пример опубликовал, что человек приехал в Германию по внутреннему паспорту, у него заграничного паспорта нет, он не может его получить, потому что у него нет резерва плюс. Соответственно, даже тех, кто установил резерв плюс, приходит смс, что надо уточнить данные, едьте в Украину. Соответственно, понятно, что консульство ему отказывают в оформлении загранпаспорта, и человек получается в подвешенном реально состоянии. Немецкие власти написали письмо, что он обязан предъявить паспорт, да. Значит, а не то мы там, возможно, лишим временной защиты, потому что нет заграничного паспорта. А человек в Германии должен находиться только по заграничному паспорту. Внутренний паспорт, значит, он не принимается в Германии. Понимаете? И это ж не первый случай такой. И, наверное, скорее всего, украинские власти просчитали, да, и они думают, что это человека, скажем так, заставит, чтобы он самостоятельно вернулся в Украину. Ну, неплохая, да, такая, скажем так, такое действие для добровольного возвращения украинцев. И вот что думают мужчины по этому вопросу? Поедут ли они в Украину после такого? Будут они верить? Также мне вот интересно,
как министр представляет себе конкуренцию рынков труда между собой. Взять, например, конкуренцию рынка труда украинского, да, и какой-то любой европейской страны. Даже, скажем так, не сильно экономически богатой. Например, там Словакии. Минимальная заработная плата в Украине, по-моему, 8 тысяч гривен, если я не ошибаюсь, это 180 евро в месяц, 180 евро, да? Вот. Ну, в Словакии, наверное, поправьте меня, не знаю точно, но я думаю, что не менее 500 евро в Словакии минимальная заработная плата. Ну, Словакия не сильно богатая страна экономически, да? Вот. Средняя зарплата, наверное, в Словакии там 800-900 евро. Ну, поправьте меня, друзья, могу ошибаться. Вот. Я уже не говорю за такие страны, как Германия, Франция, там, Испания и так далее. Даже Польша. Там средняя заработная плата 1000, 1200, 1300 евро. Какая конкуренция? Но он это понимает, и он также говорит, что вряд ли в ближайшее время Украина сможет стать более привлекательной в этом плане. Так а как тогда собираешься 40% возвращать украинцев? Если основа идеи, да, это развитие экономики, и люди будут видеть, что экономика развивается, и эти 40% примут решение. А тут говорит, что в ближайшее время Украина не сможет быть привлекательной в этом плане. То есть вы понимаете, речь идет не о том, что мы сделали сейчас. Ребята, вот смотрите, мы сделали сейчас то, мы построили заводы, мы там рабочие места сделали, да. Вот, возвращайтесь, вот есть работа. А речь идет о том, что вот когда это будет, когда-то будет. Ну, после войны, понятно, удобно. Но есть же территории Западной Украины, где практически военные действия не ведутся. Ну, постройте там какие-то заводы, какие-то там предприятия. Сделайте так, чтобы люди видели, что что-то делается. Нет, все на будущее. Также он подчеркнул, что после завершения войны правительство будет работать над открытостью экономики, привлечением инвестиций, где-то мы это уже слышали, да, привлечением инвестиций. Каждый, кто приходит к власти, мы будем привлекать инвестиции, да, слышали 30 лет. И также он говорит, упрощением налогов и поддержкой бизнесом. Это все мы уже слышали на протяжении 30 лет. Разные, еще раз повторюсь, политические силы приходили и одно и то же, похоже, всем рассказывали. Будем привлекать инвестиции, Украина зацветет, да, будем упрощать налоги, но налоги почему-то только зажимают и увеличивают, да, и так далее. Это, по его словам, будет способствовать созданию новых рабочих мест, что станет мотивацией для возвращения украинцев. Вы в это верите? Это ж я не придумал, это он такое интервью дал журналистам BBC Украина. Мне будет, честно говоря, интересно посмотреть на это, учитывая, как нынешняя власть дожимает в настоящее время население и бизнес налогами, увеличиваются, да, везде, я уже об этом тоже говорил, выкачивают последнее из населения, что у людей осталось, да, и люди вынуждены, скажем так, работать за копейки, да, чтобы банально просто выжить. Ну, понятно, что в условиях непростых, в условиях военного времени. Я думаю, что этот министр вряд ли пытался, да, прожить в месяц на пенсию, которую получают пенсионеры украинские. Я не говорю там про прокуроров и про судей, да, а просто как обычный работяга. По 3-4 тысячи гривен. Конечно же, он не жил, да. Или за те минимальные заработные платы, которые получают не в столице, а в регионах, в районных центрах, например, где заработная плата там от 5 до 8 тысяч гривен составляет. Это 100, там 150, 200 долларов. Это в лучшем случае. А про села я вообще не говорю. Там люди, наверное, 10 тысяч гривен не видели. Какой можно подвести итог? Рассказывать, как все будет в будущем хорошо, в Украине, конечно же, чиновники мастерски это делают. Да? Ну и это относится не только к сейчас правящей власти. Это делали с момента развала Советского Союза. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.